чем дело? Что-то ищешь? Уже ухожу. Всем привет, с вами я. Первая толерантная, самая демократическая еврофашистская уголовная структура. Как известно, весь наш мир — это один огромный JoJo-референс, но в реальности все наоборот. Сама JoJo — один референс на наш мир, и самая популярная отсылка для меня, для вас, для всех — это музыкальные отсылки. В то же время я обошел Донателло Версуса как злодея, его станты и, собственно, его арку. Хотя по моему каналу и не скажешь, но все же. И меня коробит от такого наплевательского отношения к Версусу, как и к очередному злодею. А я скажу, что в нем сокрыто нечто больше, чего вы не догадываетесь. Или вы уже просто прочитали название этого ролика. Причина этому то, что почти никто не решился раскрывать музыкальные отсылки лучше, чем просто факт об них. Максимум, кто это сделал, это Денис Джастар, но не упомянул Версуса. Всех Диновей проанализировал, кроме Версуса. И поэтому я решил исправить эту несправедливость и сделал этот ролик. Перед этим мы сделаем анализ, чтобы облегчить нам работу с этим. Как известно, единственная музыкальная отсылка, связанная с Донателло Версусом, это группа Underworld. Но чтобы у нас было больше конкретики, мы будем использовать только альбомы и первое и последнее появление Версуса. Самое первое его появление в главе «Трое из больницы» 9 февраля 2002 года. Самое последнее его появление арка Heavy Weather, 13 часть, 29 октября 2002 года. То есть мы будем начинать альбомом Underneath the Radar и заканчивать альбомом 100 Days Off. Однако, заранее предупрежду, мы все равно ограничимся двумя альбомами. Это вышеупомянутый Underneath the Radar и Change the Weather. И это все, что я хотел объяснить, поэтому мы приступаем. Перед этим я сделал историческую справку. Жил-был Карл Хайд и Рик Смит. У них появилась идея стать музыкантами, и они организовали с другими участниками группу The Screen Gems. Однако прошло пару лет, и группа распалась, но Хайд пригласил Смита уже в новую группу, Frail. Однако Frail тоже распалась, но на ее месте появилась новая группа Underworld MK1, которые сделали только два альбома, это Underneath the Radar и Change the Weather. Перед этим нужно сделать сравнение и конкретно внешности Версуса и Карла Хайда. У них похожи черты лица, по крайней мере в первом полноценном появлении Версуса. У них есть бакенбарды и собранные волосы в косички. Но только у Версуса сделано более бизарно, чем у Карла. То же самое и про одежду. Они носят брюки и то ли рубашку, то ли куртку. Но снова, у Версуса все сделано более бизарно. Сравнения закончились и начнем анализировать альбом Underneath the Radar. Мы будем анализировать этот альбом таким порядком песен. Call Me Number One, Miracle Party, Green White White и Underneath the Radar. Начнем с Call Me Number One. Весь текст песни я могу описать вот таким мемом. И нам лишь нужен припев, поэтому мы его и послушаем. Call me number one, head man, hear the original song, baby. Baby, call me number one, head man, hear the original song, baby. По припеву я могу сказать вот что. Под настоящим сыном тут имеется в виду то, что Версус единственный из всех сыновей Дио похожий на своего отца. А остальные все-таки отличаются. И под главной здесь показывается одна из жалочных качеств Донателло — эгоизм. Про эту песню все, и перейдем к Miracle Party. Мы сразу пойдем ее слушать. Everybody comes to a party, expecting a miracle. Everybody comes to a party, expecting something for themselves. Yeah, but this is a party where you bring your own miracle. And this is a party where you give it all away. Под этой песней можно описать встречу с Рейдио с Пуччи, ведь если подумать, каждый из них что-то хотел с этой встречи получить. Унгл отомстить всему миру и избавиться от наркомании, Рикель избавиться от панической атаки, чтобы жить как нормальный человек. Версус и так понятно. Но эта встреча сделала больше. Она сделала так, что это сами делают, все сделать сами. Решить самим свои недуги, раскрыть у самих себя станды и читателям подарить одни из лучших битв в Stone Ocean или даже во всем JoJo.
Сейчас мы перейдем к Print White Light. В этом отрывке описывается предательство Версуса и победа. Мол, что он наконец достигнет рая, все будет замечательно, все будет зашибись, ни за кем не будет следовать за таким как Пуччи. Ну а если Версус и умрет, то он понимает, на что идет, и идет к счастливой жизни. По его словам. Это все, что я нашел в этой песне, и давайте перейдем к Under the Red. Начнем и закончим припевом. We dance underneath the red eye. We live underneath the wall. When you live underneath the red eye, there's no way that you're ever gonna get far. We kiss underneath the searchlight. When you live underneath the wall. When you live underneath the red eye, there's no way that you're ever gonna get far. Forget you. Этот припев описывает всю битву Джолейн против Версуса на самолете. Момент про бомбу — это вообще параллельно упомянутый самолет, который должен взорваться. Сама песня по темпу схожа на арку Underworld, особенно под конец песни, как и снова упомянутая битва с самолетом. Вывод. Араки явно не сильно опирался на этот альбом, но не значит, что он не опирался вообще и ставил его чисто по приколу. Здесь явно видна связь сюжетного установки и с этим альбомом. Немного. これまでのわけのわからない人生の意味がはっきりと分かった。 Далее у нас идет альбом Change the Weather, и по названию уже понятно, что нас ждет. Мы будем анализировать эти песни, будем по тому порядку, по которому они идут в альбоме, и исключим только 3 песни. Это Texas, Mr. Universe и Trash, потому что я не нашел ничего связанного с событиями Stone Ocean. И начнем с песни под названием Change the Weather. But you can never see the damage that you do. Look at this fool in tears on his stupid knees. You treat me like disease, how can I please you? В этом моменте Версус описывает свое мнение по поводу Пуччи. Мол, какой Пуччи высокомерный человек, ставящий всех ниже всех и не ценящий других. Еще здесь описывается отчаянное состояние Версуса в момент поражения своей арки. Далее у нас идет припев. Тут еще проще. От лица Версуса он изменил погоду, то есть для компании Джолейн, и читатель буквально изменил Weather Report, вернув ему воспоминания. Для кого он сделал? Для счастливой жизни, конечно же. Это уже второй раз описывается предательство и побег Версуса, но уже прямо и четко нам об этом говорят. Если так будет и дальше, то я поставлю счетчик. С этой песней все, и перейдем к стендапу. You got something you need to say. Your eyes are crying, your voice is still. Well, don't wait for charity to pay your bills. Тут у нас все еще просто.
Здесь описывается поражение Версуса в своей арке, и он уже в отчаянном состоянии, что готов вернуть воспоминания Везера. Stand up, the door is open wide, stand up. It's time to turn your attentions to what's. Tell me what you keep behind those eyes. We're all pleading tensions, but the devil's intentions are good now. Здесь уже мы можем понять, что Версус сделал это, а намерение дьявола — это настоящая личность Везера Репорта, и она явно нехорошая, что Версус явно об этом знает. Everybody's got their cross. You wear yours right across your face now. You're damning me with your sainted eyes. Suffering now, compromise. К этому добавляется бугурт Пуччи. С этой песни все, и мы переходим к песне Fever. Эта песня, по моему мнению, описывает такого человека, как Спортмакс. Конечно, вы засомневаетесь в моих словах, но я включу часть песни и попробуйте сделать параллель с текстом песни и самим спортивным Максимкой. Возможно, некоторые здесь найдут параллель на Пуччи, и я тоже могу с этим согласиться. High, 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 high. No, 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 no. You're going to spread a little fever here, then away here blows. When the main man talk, everybody know his name. One man with a mission and a taste for pain. Say hi, hi. Однако отмечу, что в последнем отрывке, который я сейчас включу, имеет большее отношение к Максимум Спорте. Тут описывается, что Спортмакс погибает от рук Эрмес за Глорию, затем активирует Олимпийский, чтобы атаковать Эрмес. Кстати, у меня появилась одна гипотеза о Версусе и Спортмаксе. В главе «Трое из больниц» появляются все трое сыновей Дио. Конечно, не в полном проявлении, за исключением Унгала. И среди некоторых был грабитель с простреленной ногой, и это был Версус. Потому что наркоманом был Унгала, лихачом явно был Рикиэль, а грабителем с простреленной ногой был Версус. В дальнейшем это подтвердится. Так вот, у этого грабителя было кольцо с черепом, которое позже в арке Underworld появляется у Спортмакса. И у меня появилась мысль, что Версус как-то связан с Спортмаксом. Например, был членом его банды. И, возможно, так же предал, как и Пуччи. С Fever покончили и идем к Original Song. I get depressed, but don't give me handouts. Everyone loves a crowd. I would love to be lucky as you, in with the rich survivors. Wouldn't complain if I was a rich man. Everyone can count. Этот отрывок песни описывает тяжелое прошлое у Версуса и его мечту.
Это буквально все, что нашел в этой песне, и перейдем к Мерси. Эта часть песни показывает момент, когда Версус сбежал из больницы по поиску рая, понимание, что ему надо искать Эмпориум. Теперь послушаем припев. Тут все просто. Здесь нам поют о желании Версуса и то, что он нашел. Имеется в виду, что Версус нашел диск с памятью Джотара, где есть инструкции по достижению рая. Здесь Версус пытается найти Эмпориум и диск Джотара. Скорее всего, это финальная битва Джолин против Версуса, а про плескание в воде — это то, что Версус выкопал воспоминания о парении соленой воды, чтобы Джолин Версусу не помешала. С этой песней все, и приближаемся к Soul Survivor. Эта песня описывает всю суть станда Underworld. There is a heart alive somewhere. There is a heart in the heart of a city. There is a beating heart. Come with me now. Конечно, это не про сам станд Версуса, а про ту сцену с Джолин и Эрмес, когда они нашли яму. А дальше вы поняли, что дальше было. Places on the ground, in the state of shock, stay at the bottom of the shaft, at the bottom of the shaft. There is a soul survivor at the bottom of the shaft, at the bottom of the shaft. Hey, my business driver, yeah. Деньги и давление, это если верить словам Араки с Джоджо-Вики, это то, чем наш мангака вдохновлялся, а именно социальными проблемами тех лет. Обезьяна на спине — это сам станд Версуса. Сама первая часть припева описывает быстрые события арки Underworld, а лица в метро — это люди, выкопанные из земли. Шахта — это вышеупомянутая яма, которую видели Джолин и Эрмес. Единственный выживший тут даже не надо объяснять, и водитель — это сам Донателло Версус. Hey, that is still alive. But it's hard to find in the heart of a city. We move around in the underground, in our endless play. We can't ignore each other all day. Здесь описываются события, где Джолин, Эрмес и Эмпориум пытаются найти способ выжить в крушении самолета. А последние строки снова описывают людей, выкопанных из земли. И мы переходим к последней песне в этой главе, к песне Pitch. Some try to make a living, some others always giving. Many are stopped before they get to try. Many others are forced to leave their countries. They lose families, they lose sleep. As soon as they are gone, they're forgotten, but you see their tears crash on the beach. You can see their tears crash on the beach. You can see their tears crash on.
fighter till the day I die. It took a lifetime to cross the breadline, to be the victim of accusing eyes. Many others are forced to leave their countries. They lose families, they lose sleep. As soon as they are gone, they're forgotten, but you see their tears crash on the beach. You can see their tears crash on the beach. You can see their tears crash on. Эта песня самая глубокая по смыслу из всех на данный момент в видео, так как она затрагивает не только Версуса, но и других персонажей. Эта песня описывает почти все ключевые битвы с Джолин против Пуччи, а именно битву Джотара и Джолин против Джон Галерея, косвенно White Snake, битву за Зеленое Дитя и финал арки Heavy Weather. Все эти битвы объединяют неоднозначный результат этих битв. Например, в арке Heavy Weather команда Джолин победила Версуса, но с другой стороны они потеряли Weather. В арке Посетителей Джолин победила Джон Галерея, но с другой стороны в этой битве якобы погиб Джотар. А на болотах Джолин забрала воспоминания Джотара, своего отца, но с другой стороны в этой битве погибла Foo Fighters. Однако здесь все основывается только на финале арки Heavy Weather. Особенно это доказывает второй куплет песни, где описывается буквально сам Версус, который сражается за то, чтобы стать счастливым. Однако ему не удается, так как он попал под действие Heavy Weather. Вывод таков. Мы можем видеть, что Араки наверняка отсылался на этот альбом по сравнению с предыдущим. Хотите одну такую крутую историю? Однажды, сидя ночью, я нашел случайно одну песню под названием Underworld Outskirts. Подумал, это какая-то одна песня из группы Underworld, которую я никогда не слышал. Послушал, и это правда от тех же исполнителей, но о которых я не слышал. Я даже сначала думал, что это своего рода как песня, которую никто не знает, так скажем Last Wave. Но оказывается, эта песня выходила официально, а именно в альбоме Stand Up, в котором выходили еще другие 3 песни. А именно 2 микса песни Stand Up, одна Extended Dance, которую вы до этого слышали, и Stand Up Я House Mix. Но эти 2 песни нам не особо интересны, а именно нам интересна песня Underworld Outskirts. К сожалению, я не обладаю такими высокими навыками английского языка, поэтому я могу только отдаленно предположить, о чем это была песня. И, по моему мнению, здесь, скорее всего, описывается тяжелая жизнь Донателла Версуса. Razor bellies and
только этой песней ограничимся. Позже я нашел другие песни Underworld, вы их как раз видите на экране. Однако мы не все песни разберем, так как другие песни невозможно разобрать из-за качества звука, а другие вовсе не имеют ничего общего с сюжетом Каменного океана. Начнем с Seven Hellos. Если ее сравнить с сюжетом, то тут снова видим предательство Верса и то, что его нога зажила после происшествия. All wondering how it started, but it happened all too quick. You kicked out my ambassadors, I kicked out all your spies. The whole world trembles as we sever diplomatic ties. Hello, 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 hello. Hello, 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 hello. Sing hello, 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 hello. Why you so Далее у нас Wind of Pain. Скорее всего, тут говорится о тяжелом прошлом Версусе. Enough to make the like of you and me scream. This is life, but the bottom is driving you mental when the posters scream. Let's go continental with the boys to Greece. But who's got the money in the land of milk, the land of honey? Looking through a window pane, watching the sun go down, feeling life is a waste. Is it any wonder? A window pane, watching the sun go down, feeling life is a waste. Is it any wonder? Для разнообразия вернем что-то из группы Freyr, а именно песню под названием Underworld Zen. Тоже, скорее всего, говорит о тяжелом прошлом. Это буквально все, что я нашел, ибо других песен я не нашел. Тут даже итога не будет. Вернемся к исторической справке. Underworld МК-1 распался. Но наша пара из Карла Хайда и Рик Смита переродилась в Underworld МК-2, который живет до сих пор. Для этого они пригласили диджея Даррена Эмерсона, который все равно их покинул после альбома Everything Everything. Сама группа кардинально изменилась. Например, в альбоме Berkeley Fish присутствуют подслушанные разговоры, что очень похоже на способность Верса. Однако, от альбома с непроизносимым названием до A Hundred Days Off не имеет ничего общего с Donatello Верса, ни с сюжетом Stone Ocean. Начнем по порядку. Начнем с первого по счету альбома Tap No Bass With My Headman. Эти песни больше подойдут к прошлому Версуса, а именно период от череды неудач Версуса до встречи с Пуччи. Второй альбом Second Tanfons in the Intense нам понравится самая известная песня этой группы.
Born Sleepy Knocks. Начнем с того, что он не имеет никакой связи с нашим основным героем, но связан с его родственником, Унгала. Сама песня поется о состоянии человека после употребления героина и последствия его употребления. А как мы знаем, какой социальный статус Унгала, то это уже не совпадение. Еще в официальном клипе на эту песню, где есть Карл Хайд, который изображает торчка, как по тексту песни. Сам Карл в данной одежде похож на Унгала в поздних появлениях. Они даже в наушниках ходят. И возможно, Унгала и слушал Born Sleepy во время им же созданного хаоса. Следующий альбом Boku Fish. Там тоже нет ничего общего с ничем. Точно так же с альбомом Everything Everything, так как это обычный альбом с лайв-выступлениями группы. И последний альбом A 100 Days Off. Нам понравится уже 2 Months Off. По тексту песни все это звучит иронично, так как Versus так и не стал счастливым, не успев им стать. И особенно в официальном клипе 2 Months Off, где снова Карл Хайд, но уже парит в воздухе вокруг радуги, ничего мне напоминает. Вывод. Араки наверняка не отзывался на поздние работы Карла Хайда и Рика Смита, а остальное это просто совпадение. Еще дизайн станда Underworld схож с поздними работами Underworld. Вывод всей проделанной нашей работы таков. Из всех песен, где есть что-то общее с Донателло Версусом или с Каменным океаном, наверняка Араки отсылался к первым работам дуэта Карла Хайда и Рика Смита. Первые 2 альбома Underworld, Change the Weather и Underneath the Radar. Они имеют много общего с тем же Версусом. Фух, наконец-то я его сделал. Остается только настроить звук, тренировать ролик и опубликовать его, чтобы потом его никто не посмотрел. Вот что я вам предлагаю. Чтобы не было такой несправедливости, вам нужно оценить видео, написать комментарий, обсудить об этой теме или о самом ролике. И распространить это видео в любых возможных местах, чтобы люди заинтересовались этим видео. Но не переборщивайте с этим. Просто мне конкретно жаль не просмотр, а значимость Версуса, ибо его положение как с аниме по 6-й части. И вместо того, чтобы снова какать о том, что адаптация по Каменному океану имеет алкаша не стоит, можно поддержать актуальность аниме по 6-ке и сам Stone Особенно таких персонажей, как Лан Кренглер, снова Донателло Версус, Чангалиэ и многих других. Делайте по ним мемы, даже если они кринжовые. Обсуждайте про них, иначе снова будет как с тем же хайпом по 6-й части. Но чтобы не заканчивать на плохой ноте, я вам покажу кадр из выступления Underworld.
у нас. Yeah.